Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Вы смотрите грамматическое видео, или, правильнее сказать, видео о грамматике. Мы будем с вами в этом видео рассматривать тему причастия. Да, есть такая тема в русской грамматике, и есть такие слова причастие. Я думаю, вы некоторые слова такие слышали. Например, слова слушающий, смотрящий, читающий, закрытый и так далее. Все это причастие. Часто причастия встречаются в официальных документах, но также мы с вами с ними часто встречаемся в объявлениях. Уважаемые встречающие! Поезд Санкт-Петербург-Москва приезжает на платформу 1. Например, когда мы на вокзале. Итак, что такое причастие? Если мы откроем грамматический справочник, то там будет написано, что причастие – это атрибутивная форма глагола или слово, которое совмещает в себе глагол и прилагательное. А мы с вами давайте будем разбираться без грамматического справочника. Что же такое причастие, какие они бывают в русском языке, и приведем некоторые примеры причастий. Самое важное, что нужно знать о причастиях, это то, что причастия образованы от глаголов. Поэтому у причастий есть такие признаки, как вид, несовершенный, совершенный или imperfective, perfective, время, настоящее, present или прошедшее, past, и залог. Когда вы изучаете глаголы русского языка, вы не так активно знакомитесь с залогом. Но вот в теме причастия залог – это важная часть. Почему? Потому что причастия бывают активными и пассивными. Active and passive. А вот в русских грамматических справочниках они будут называться действительными, то есть активными, и страдательными, то есть пассивными. Но в то же самое время причастие имеет и признаки прилагательного, а именно число, единственное или множественное, закрытые или закрытый, род, он, она и оно, приезжающая, приезжающий, приезжающее. Что может быть приезжающее? Интересно. И причастие изменяется по падежам, как это делают и прилагательные. В разговорной речи мы не так часто используем причастие, потому что мы любим использовать конструкцию «который». А вот если мы заменим конструкцию «который», то у нас с вами появится причастие. Например, люди, которые встречают поезд Санкт-Петербург-Москва, вам необходимо знать, что поезд приезжает на платформу 1. Согласитесь, очень длинная фраза. И поэтому, когда мы стоим на вокзале, когда мы ждем поезд, нам нужно быстро узнать, куда приезжает поезд, который мы хотим встретить. Поэтому на вокзале вы услышите короткий вариант этой фразы. И именно в коротком варианте будет использовано причастие. Встречающие. Итак, теперь начнем смотреть на причастие. Причастия бывают активными и пассивными. Напомню, что в русской грамматике они называются действительными и страдательными. И давайте начнем с активных причастий. Активные причастия могут быть настоящего времени или прошедшего времени. Активные причастия настоящего времени образовываются только от глаголов несовершенного вида, что логично. У глаголов совершенного вида нет настоящего времени. То есть запомним,
активные причастия настоящего времени только imperfective, только несовершенного вида. И образовываем мы их с помощью суффиксов ущ, ющ, ащ, ящ. Давайте на примерах. Читать – читающий, писать – пишущий, кричать – кричащий, говорить – говорящий. Вообще очень легко запомнить, вам нужно просто поставить формы глаголов писать, читать, кричать и говорить форму «они». Окончание формы «они» поможет вам образовать причастие. Говорящий, читающий, кричащий, пишущий. Ну, давайте немного примеры в контексте. Мы подходим к детям, играющим в мяч. Мы подходим к детям, которые играют в мяч. Или продолжим эту историю. Недалеко от играющих детей стоят их родители. Недалеко от детей, которые играют, стоят их родители. Вы заметили, что падежная форма, падеж причастия, зависит от слова, к которому это причастие относится. То есть в фразе «мы подходим к детям» причастие у нас будет играющим, то есть к каким детям, которые играют, к играющим, потому что это будет форма дательного падежа. Или недалеко от детей, играющих в мяч, стоят их родители. Недалеко от детей, каких играющих в мяч, и это форма родительного падежа. Дальше тоже активные причастия, но уже прошедшего времени. И здесь у нас могут быть причастия от глаголов и несовершенного вида, и совершенного вида. Все очень просто. Поставьте глагол в прошедшее время: читать, читал, читавший. Или говорить, говорил, говоривший. Это были глаголы несовершенного вида. Давайте посмотрим, что происходит с глаголами совершенного вида. Купить, купил, купивший. Сказать, сказал, сказавший. Как вы видите, активные причастия прошедшего времени мы делаем с помощью суффикса в «ш», а также с помощью суффикса «ш». Например, нести – он нес, несший. Или привыкнуть – он привык, привыкший. И, как вы видите, для активных причастий прошедшего времени не так важен вид глагола, да, потому что все они будут образовываться, все мы их будем делать одинаково. Мы ставим глагол в прошедшее время, убираем суффикс «л», наш суффикс прошедшего времени, и добавляем суффикс. А если у нас нет суффикса прошедшего времени, то мы просто добавляем суффикс причастия. Но есть исключения. Есть слова, которые нужно запомнить. Точнее, нужно запомнить формы причастия этих слов. И это глаголы движения. Да, наши любимые глаголы движения. Они, кстати, мы уже говорили вот в этом видео. Например, идти – он шел, шедший. Прийти – он пришел, пришедший. И глагол найти. Найти – он нашел, нашедший. Давайте посмотрим в контексте. Художник, написавший эту картину, живет в Москве. Художник, который написал эту картину, живет в Москве. Здесь у нас причастие в именительном падеже, потому что художник какой? Написавший картину, живет в Москве. Именительный падеж. Но мы можем придумать другую фразу. К художнику, написавшему картину, приехали покупатели. К художнику, к какому написавшему картину, приехали покупатели. И это у нас будет форма дательного падежа. Ну что, рассмотрели активные причастия. И давайте небольшой итог. Активные причастия могут быть
настоящего времени и только от глаголов несовершенного вида, и могут быть прошедшего времени от глаголов несовершенного и совершенного вида. А теперь переходим к пассивным причастиям. И сразу важная деталь. Пассивные причастия образуются только от переходных глаголов или транзитивных глаголов. Это такие глаголы, после которых обязательно должен быть объект, прямой объект. Пассивные причастия имеют и полную форму, то есть похожи на прилагательные, и краткую форму, когда мы убираем окончание прилагательных. Кстати, прилагательные у нас тоже имеют две формы, полную и краткую. Но об этом не сегодня. Но все равно, раз мы сказали про полную и краткую форму, давайте разберемся, зачем существует полная форма и краткая форма. Полная форма дополняет информацию о субъекте или объекте. При желании эту часть предложения мы можем убрать, то есть эту информацию мы можем просто убрать из фразы. А вот краткая форма, она обязательна, потому что краткая форма выполняет роль предиката, и ее мы из предложения просто убрать не можем. Например, этот портрет, написанный художником, находится в Третьяковской галерее. Мы вполне можем сказать, этот портрет находится в Третьяковской галерее. А вот кто написал этот портрет, нам в данном случае может быть необязательной информацией. Мы ее можем убрать. Но этот портрет написан художником, в данном контексте мы слово «написан» не можем убрать. Если мы уберем «написан художником», то у нас останется просто этот портрет. Мы потеряем главную информацию. Этот портрет написан художником. Поэтому краткие причастия обязательны в предложении. Ну что, давайте посмотрим, какие бывают пассивные причастия в русском языке. Кроме того, что они бывают полными и краткими. И пассивные причастия в русском языке также бывают двух времен – настоящего времени и прошедшего времени. Пассивные причастия настоящего времени образуются только от глаголов несовершенного вида, что опять же логично. С помощью суффиксов «ем» и «им». «Ем» – суффикс для первого спряжения, «им» – суффикс для второго спряжения. Читать – читаемый, говорить – говоримый. Покупать – первого спряжения, покупаемый. А вот звонить – второго спряжения, звонимый. Но есть исключения и здесь. И с исключениями вы можете ознакомиться в статье, которая как раз под этим видео. Давайте посмотрим в контексте. В кафе, открываемом около метро, есть вкусный кофе. В кафе каком? Которое открывается около метро или которое открывают около метро. Есть вкусный кофе. Или я видела рекламу кафе, открываемого около метро. То есть я видела рекламу кафе какого? Который открывается около метро или которые открывают около метро. Пассивные причастия прошедшего времени. И здесь, как ни странно, только причастия от глаголов совершенного вида. И здесь зато много вариантов суффиксов. Суффикс «н», суффикс «ен» и суффикс «т». Прочитать, прочитал, прочитанный. Купить, купил, купленный. Закрыть, закрыл, закрытый. Взять, взял, взятый. Что важно, суффикс «т» мы используем в тех случаях, когда у нас глаголы с «ну», глаголы оканчиваются на «нуть», «ереть» или «ыть», а также если это односложные глаголы, как глагол «взять». Взять, взял, взятый. И теперь контекст. Он уехал с картиной, нарисованной известным художником. Он уехал с чем? Он уехал с картиной с какой? С картиной, нарисованной известным художником.
Да? Это вот дополнительная информация, которую, конечно, мы можем убрать, и мы можем оставить просто. Эта картина нарисована известным художником. Эту информацию мы не убираем. Или в доме много картин, нарисованных известным художником. В доме много картин каких? Нарисованных известным художником. И небольшой вывод после пассивных причастий. Пассивные причастия могут быть настоящего и прошедшего времени. Пассивные причастия настоящего времени образуются только от глаголов несовершенного вида. Пассивные причастия прошедшего времени образуются от глаголов совершенного вида. И, что важно, пассивные причастия могут быть в полной и в краткой формах. Вот и все. Мы с вами немного поговорили о причастиях. Надеюсь, это видео будет вам полезно. И если вы хотите узнать дополнительную информацию, то под видео есть статья на эту тему, а также задавайте ваши вопросы в комментариях. И сегодня все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.